Всем привет! Вы на канале 88 клубков. Это канал по вязанию. Меня зовут Настя. Сегодня я вяжу стильную и оригинальную сумочку. Она прекрасно подойдет для вязания новичку, так как вяжется просто и понятно. Две одинаковые детали пришиваются к центральной части, которая уже готова в виде фурнитуры из кожзама. Сумка стильная, очень вместительная. Здесь можно вшить подкладку или мешочек на утяжке. Смотрится аккуратно и гармонично. Это одна и та же модель сумки. Можно носить ее с выправленными боками или собрать бока сумочки с помощью разъемного кольца карабина или карабинов, как у меня. Возможно вставить утяжку. Очень компактно, необычно и в то же время функционально. Для своих сумочек я использовала полиэфирный шнур карамель. Характеристики пряжи: в 200 метрах 500 грамм. На одно изделие уходит 350 грамм шнура. Цвет с красной фурнитурой — Бейлис. Цвет пряжи с коричневой фурнитурой — зеленый чай. Сумки очень здорово смотрятся за счет сочетания двух цветов и двух фактур одновременно. Размеры изделия: 43 сантиметра общая ширина, глубина изделия 20 сантиметров, плюс толщина дна порядка 9 сантиметров. Здесь вы можете изменить размер, толщину дна, тогда сумочка будет меньшего объема. Я использую набор крючков. Для вязания основного полотна мне потребуется крючок 5 миллиметров. Также нужен будет вспомогательный крючок 4,5 миллиметра, чтобы в отверстие по фурнитуре легко проходила головка крючка. Также необходимо будет использовать маркеры для того, чтобы не допустить лишних ошибок, и сантиметровую ленту. На каждом этапе я озвучиваю количество рядов, количество петель и размеры заготовок в сантиметрах. Все необходимое вы сможете приобрести по ссылкам, которые для вас оставляю в описании под этим роликом. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приступим к работе. Перед началом вязания делаю разметку по фурнитуре. Для себя я определила достаточно широкое донышко. Сейчас от края отсчитываю каждую 16-ю точку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. В нее вставляю маркер. Так вставляю 4 маркера с каждой стороны. Между маркированными точками получается по 6 отверстий. Эта центральная часть моей заготовки уходит на ширину донышка, около 9 сантиметров. Соответственно, глубина стенок порядка 21-22 сантиметров. Сейчас свою заготовку я убираю в сторону. И набираю 14 воздушных петель. Набрасываю нить на крючок, короткий край перед работой. Подхватываю рабочую нить и протягиваю в петлю. Готово. Далее звеньями 14 воздушных петель. Это основание, ширина донышка. Сейчас она около 10 сантиметров. Соответственно, если хотите сумку пообъемней, набираете больше петель. Ширина дна будет шире и объем сумки будет больше. Сумочка покомпактней вяжется от более короткой цепочки из воздушных петель. Переворачиваю цепочку из воздушных петель, крючок буду вставлять в заднюю перемычку. Первую перемычку пропускаю, она уходит на петлю подъема. Получается у меня 13 точек. В каждую точку провязываю столбик без накида. С этой стороны у меня остается кромочная коса, так как крючок уходит в заднюю перемычку этой кромочной косы. Вяжу до конца ряда. Я в конце первого ряда, и в каждом ряду в конце ряда я буду провязывать добавление. Провязываю второй столбик в последнюю точку. Таким образом деталь будет приобретать трапециевидную форму.
Петля подъема, переворачиваю вязание, край начала сразу пускаю в полотно. И за заднюю перемычку кромочной косы вывожу первый столбик второго ряда. Готово. Следующая точка и еще один столбик. Это основной узор полотна. Столбики провязываются в заднюю полупетлю. Второй ряд точно так же. Вяжу до конца ряда. В конце ряда буду делать добавление. Здесь снова последняя точка. В нее провязываю первый столбик. И следом в эту же точку второй столбик. Готово. Петля подъема. Переворачиваю полотно. В начале каждого ряда пропускаю петлю подъема и в следующую точку за заднюю полупетлю провязываю первый столбик следующего ряда. Так далее, ряд за рядом. Навязываю необходимую глубину. Не забываю в конце каждого ряда провязывать добавление. У меня заканчивается 24 ряд, и в последнюю точку я точно так же провязываю добавление. Теперь перехожу на обвязку края. Напротив каждого ряда вставляю крючок и провязываю столбик без накида. Здесь следующая точка, напротив следующего ряда, здесь и так далее. Соответственно, по этому краю 24 ряда и 24 столбика. С этой стороны на нижних углах трапеции мне нужно сгладить этот угол, поэтому я вставляю крючок в одну точку, в следующую точку и провязываю эти два столбика вместе. Здесь идет убавка и сглаживание угла. Далее вставляю крючок за обе дужки кромочной косы и в каждую точку провязываю один столбик до следующего угла. В этой угловой точке делаю то же самое. По основанию один столбик, следующая точка, провязываю вместе и перехожу на боковую часть. Последний столбик обвязки провязываю в первую точку длинного основания трапеции, здесь. Готова первая деталь. Ее размеры: длинное основание трапеции около 32 сантиметров, короткое основание около 11 сантиметров, боковая часть около 20 сантиметров. Если промерить от этой точки вместе с коротким основанием трапеции и до самого верха, получится около 52-53 сантиметров. Эта длина у меня полностью соответствует моей заготовке из кожзама. Обращаю ваше внимание, здесь тоже 52 сантиметра. Немного не совпадает донышко, здесь я наметила уже, я просто отцентровываю и соответственно в этих точках с точками маркера совпадет при пришивании. По деталям. Сейчас я перехожу к вшиванию этой детали. Обращаю ваше внимание, удаляю крючок, перехожу на более тонкий инструмент, для того, чтобы он легко входил в отверстие по заготовке. Подхватываю первое отверстие и увожу туда петлю. Хорошенько подтягиваю. Здесь по вязаной части маркирую точки, которые визуально должны совпасть с маркированными точками по заготовке. Здесь и здесь.
И продолжаю пришивание. Количество петель по вязаной части гораздо больше, чем отверстий по заготовке. Поэтому я буду вставлять крючок не в каждую точку по вязаной части. Вот сейчас крючок входит в точку по заготовке и в следующую точку по вязаной части. Здесь вставляю крючок за обе дужки, подхватываю рабочую нить и провязываю соединительную. Далее то же самое. Вставляю, вытягиваю и провязываю. У меня задействовано 3 точки по заготовке. Теперь я пропускаю здесь одну точку и вставляю крючок в следующую точку. Снова пропускаю одну точку, вставляю в следующую. Для того, чтобы у меня совпали маркированные точки. Я продолжаю так и ориентируюсь на маркеры, чтобы они у меня не съехали в разные стороны. Пропускаю, следующая точка. И так далее. Здесь кое-где можно использовать точки подряд. Главное, чтобы я встретилась в тех точках, которые маркировала по вязаной части и по части заготовки. Я подошла к угловой части, удаляю маркер с заготовки, вставляю туда крючок. И здесь у меня по вязаному полотну пропускаю одну точку, чтобы вставить в крючок в ранее маркированную точку. Провязываю. Далее смотрю по натяжению деталей. Здесь использую еще раз следующую точку. Далее пропускаю одну точку по полотну, в следующую вставляю крючок. Для того, чтобы и следующие маркеры у меня совпали. Снова подряд точка. Далее пропускаю по полотну в следующую. Снова подряд. Еще одна точка. И эти 2 маркированные точки точно так же совпадают. Теперь я чередую, пропускаю или вставляю крючок в подряд для того, чтобы у меня совпала и эта деталь. Завершаю ряд пришивания. У меня последняя точка. Подхватываю угловую петлю, протягиваю соединительную. Теперь перехожу на край обвязки. Вставляю крючок в эту же петлю. Протягиваю еще раз соединительную. Далее каждая следующая петля за обе дужки. Здесь вяжу посвободней или перехожу на 5-й крючок, которым вязала общее полотно. У меня завершающая точка. Укорачиваю нить, вытягиваю ее полностью. Далее вставляю крючок под первую петлю, которая пришивала детали, увожу нить туда и возвращаю в исходную точку на изнанку. Таким образом обвязка у меня закольцевалась. Здесь нить можно спрятать, уведя ее в полотно. Точно так же я вяжу вторую деталь, она у меня уже готова. И намечаю по короткому основанию трапеции точки, которые совпадут с точками по заготовке. Вшиваю деталь так, чтобы она симметрично смотрелась. Здесь у меня бортик и дополнительный ряд. И здесь, соответственно, бортик и дополнительный ряд. Не перепутать с изнаночной стороной, иначе сумка не будет смотреться симметрично. С этой стороны вставляю крючок, подхватываю петлю и прокладываю шов. Точно так же состыковывая маркированные точки.
Последняя точка и по аналогии ряд обвязки. Если хочется, рядом обвязки можно закрепить карабины здесь по центральным частям или воспользоваться разъемными кольцами. Возможно пропустить утяжку. Сумочка будет здорово смотреться, будет функциональной и гармоничной. Сумка готова, получилась очень вместительная и гармоничная. За счет выбора материала прекрасно держит форму, имеет естественный каркас. Ширина донышка здесь значительная. Еще раз напомню, ширина дна будет зависеть от количества петель, которые вы наберете в самом начале вязания. И это повлияет также на объем сумки. Мне очень нравится как этот вариант изделия, так и вариант изделия, где использованы карабины. Еще раз повторюсь, здесь можно использовать разъемное кольцо карабин или утяжку. Сумочка компактная и очень стильная. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!